Всем привет! С вами снова IG Daily. И кто только к нам присоединился, мы здесь рассказываем о жизни в Германии, ведь мы здесь уже 11 лет. И у нас есть чем поделиться. Всем привет! В прошлом видео мы рассказывали вам о наших выводах после первого года жизни на Боденском озере, куда мы переехали из Брауншвайга. Но не все знают, что одной из основных причин нашего переезда была, как ни странно, погода и климат. И вот сегодня мы хотим разобрать, переезд из-за погоды – это что, прихоть или все-таки разумное решение для улучшения своего эмоционального состояния и уровня жизни? Да, и снимаем мы, конечно же, сегодня, когда сегодня пасмурно, и будем рассказывать, какая хорошая погода на юге Германии. Да, на самом деле, одна из ключевых причин, почему мы сюда переехали, это погода, потому что мы до этого 10 лет прожили на севере Германии, и изначально с самого первого дня я знал, что мы там не останемся, потому что нам очень не подходит там погода. И вот я действительно знаю, что очень многие жалуются на немецкую погоду, и это является одной из причин переезда не только у нас, но и у многих других экспатов, кто сюда переезжает, или вот кто в последние 2 года сюда переехал в Германию. Это очень влияет на свое эмоциональное состояние, и я бы даже сказала, в целом на восприятие Германии. И поэтому мы решили поделиться вот такой необычной темой – переезд из-за погоды. Да, нам много в комментариях писали, причем говорили, да, мне тоже так не нравится погода, вот не могу решиться переехать. Я могу вам сказать, ничего не бойтесь, переезжайте, если у вас даже квартиры, дома есть, продавайте, здесь покупайте, переезжайте, потому что юг Германии, здесь все равно намного лучше погода, чем на севере Германии. И на севере Германии, что мне не нравилось, это не только то, что там просто пасмурно, очень много дней в году. Кстати, Брауншвайг, там, где мы жили, он является городом Одним из самых пасмурных. Одним из самых пасмурных в Германии. Конечно же, есть города, где погода еще хуже, например, там Гамбург и остальные. В Гамбурге почти 200 дней серости в году. Да, у нас там жила раньше подруга Настя, мне всегда удивляла, как она там выживает, потому что Гамбург это отвратительнейший город. Но она тоже переехала. Да, она тоже переехала в Австрию, где у нее там 300 дней в году солнца теперь, и горы, и красота. Но да, я когда туда приезжал, потому что у нас там надо было все время продлевать визу нашу, и мы ездили постоянно в Гамбург, потому что там было посольство украинское в Гамбурге раньше. Я просто туда приезжал, и мне настолько не нравилось, это просто ужас был какой-то. И, у нас, конечно, было получше, и, соответственно, чем южнее, тем лучше. Я уже рассказывал, недавно ездил обратно на север туда. И вот у нас Шварцвальд, до Шварцвальд была хорошая, как хорошая погода, было сухо просто, сухо, солнышко такое, переменная облачность. Как только заезжаешь за Шварцвальд, просто до самой северной Германии 600 километров шел дождь. Просто всю дорогу шел дождь. Была помытая, наполированная машина, все, приехал просто, как будто я не знаю, откуда выехал. Как я уже сказала, очень многие жалуются на погоду в Германии, но считают, что это недостаточно весомая причина для переезда. Что я жалуюсь, это же всего лишь погода, что это за прихоть. Но я считаю, мы очень недооцениваем этот фактор на наше внутреннее состояние. Уже даже учеными доказано, что где-то около 15% депрессивных расстройств в какое-нибудь осеннее либо зимнее время происходит именно из-за погоды. Но так как нам очень нравится Германия, да, мы довольны ее возможностями, нам нравится ее социальная защита, политика, возможности для нашей работы, поэтому мы не рассматривали для себя переезд в какие-то южные страны, например, там Испания, либо Италия, но мы хотели все-таки поменять немного климат, поэтому мы решились переехать на юг Германии, и здесь значительно больше солнечных дней, то есть если даже идет дождь, потом после него обязательно выходит солнце. Yeah. Но я честно скажу, что мы даже рассматривали Америку как страну для переезда, специально туда поехали и посмотрели восточное и западное побережье, чтобы точно понимать, делаем мы сегодня правильный выбор, правильное решение или нет. И мы поехали туда и все посмотрели, и, конечно, Америка, она в целом не дотягивает до Европы,
а тем более до Германии. Это, конечно, два разных мира. Просто, да, там типа классно, там очень быстро можешь ты подняться, но так же само быстро ты можешь и упасть. А гарантий таких, что государство поможет тебе подняться, нет абсолютно никаких. Ну и, соответственно, очень большая разница в слоях населения в Германии. Очень сильный средний класс, очень сильный рабочий класс. То есть здесь это все уже настолько продумано и схвачено. Что бы вы здесь приехали, не придумали, какая бы у вас бизнес-идея ни была, как бы вы там не хотели бы обойти немножко законы, это все здесь конкретно прописано в правилах, и это все четко. И если вы этих правил придерживаетесь, а именно страна Германия, она хочет, можно так сказать, чтобы ее обманывали, но по ее правилам. И если вы следуете этим правилам, то жизнь в Германии становится намного проще и лучше. И в каких бы мы странах не были, мы объездили почти всю Европу. И кроме скандинавских стран, как я уже говорил, для меня это просто неинтересно абсолютно. Опять же из-за погоды. Ну да, но мне неинтересно вообще ни Дания, ни Шведен, ни Норвегия. Мне эти страны абсолютно неинтересны ни в каком их проявлении. Единственное, что я мог бы на ралли туда поехать, посмотреть Финляндию. Либо в Норвегию, там, где снежное ралли, было бы классно. Но на самом деле, да, и мы эти страны никогда не рассматривали, они нам не интересны. Мы рассматривали более южные. У нас было также, нам интересно посмотреть, было Испанию. Тоже рассматривали для переезда, уже когда получили гражданство. Но в прошлом году мы были там 3 недели, посмотрели, как там жить. Но все-таки это в Испании, там лучше отдыхать, жить. Такое, под вопросом. Это ну, все-таки летом сильно жарко. А когда сильно жарко, конечно, тяжело совмещать эту жару с работой. В Германии в этом плане, особенно северная, там, конечно, комфортно. Вы можете без проблем работать летом, осенью, зимой. Примерно одинаково всегда будет у вас погода. Но ты не забываешь, что, например, немецкие пенсионеры, и не только немецкие пенсионеры из той же Англии, Нидерландов, например, потом, после выхода на пенсию, очень часто переезжают как раз-таки в южные страны, в Испанию, Италию, потому что там немного ниже уровень цен и, соответственно, лучше погода. То есть со своей немецкой либо великобританской пенсией они чувствуют себя там значительно лучше. Они могут уже наслаждаться солнцем, наслаждаться своей более высокой пенсией по сравнению с этими странами. И вот это достаточно частое явление. Я знаю много знакомых, которые также задумываются, что когда-нибудь на пенсии они обязательно купят домик где-нибудь в Испании и переедут туда. Да, мы вчера буквально смотрели по поводу... Ну, я серьезно рассматриваю, да, в старости, когда там дети отучатся в школе, чтобы мы переехали куда-нибудь тоже в южную страну, когда нам уже не надо будет работать и так далее. И мы еще не старые будем, когда дети отучатся, ты уже прям, у тебя старость очень... Да все, дети отучиваются, и я заканчиваю работать. То есть это еще, наверное, лет 15, может, чуть больше, и все. Значительно больше. Младшему только год. Ну да, ну и что? Ну да, ну типа 20 и все, конечно, это 20 лет и заканчиваю работу, я не собираюсь больше работать. И да, если рассмотреть яхту к покупке, мы вчера буквально смотрели передачу, что довольно дешево было бы там ставить где-нибудь в Португалии яхту в Марине, потому что если у вас годовой контракт, вы там, например, платите в среднем от 2, ну и, можно сказать, до бесконечности, но я скажу от 2 до 10 тысяч в год за место в Марине, там у вас безлимитный свет, вода и так далее, все, что вам нужно там для проживания. И это все равно почти в 2 раза дешевле, если вы снимаете квартиру в Германии. Это чтобы вы поняли насчет немецкого планирования. Мой муж уже распланировал свою пенсию, или после того, как у нас дети отучатся, что он будет жить на яхте в Марине просто. Ну вот мы переехали уже как год на юг Германии. Чувствуешь ли ты изменения, что погода действительно на тебя повлияла, и что она действительно здесь лучше, чем была у нас в Нижней Саксонии? Ну, скажу так, что мы приехали уже в августе, и август, ну, был хороший, теплый, в принципе, и до ноября, наверное, была хорошая погода, потом была ужаснейшая осень. Конечно, не знаю, что хуже, или у вас каждый день, когда дождь идет, или у вас когда каждый день туман, а дождя нету, а каждый день туман. Но, как
когда заверили местные жители, они сказали, это у нас за последние 580 тысяч миллиардов лет, это вот самые большие туманы, еще сколько я здесь живу, не было еще таких. Но мы еще в этом году посмотрим, конечно. Ну вот лето особенно классное, я же говорю, мы очень много ездим на мопеде, ну я по крайней мере, и мне это очень нравится, потому что все-таки я напитываюсь этим витамином D. И витамин D, когда ваш организм получает его, у вас улучшается в любом случае настроение. Даже если вот было пару дней жарко, там 34-35 градусов, я в принципе, как человек крымский, я переношу превосходно жару, у меня нет с этим никаких проблем. Единственная проблема, конечно, квартира, потому что она у нас на последнем этаже. Мы это знали, что будет, скорее всего, жарко, но, как и любая другая квартира в бетонном доме, она нагревается, и потом она свое тепло очень долго отдает. И когда она нагрелась, да, ночью спать не сильно комфортно, пришлось даже докупить еще один вентилятор. Я посмотрю, какая будет дальше лето. Если будет лето такое же, как и, ну, и дальше жаркое, то, конечно, мы либо на этот год, либо на следующий купим такой портативный кондиционер, чтобы было удобнее. Ну, единственное, что, конечно, в такую жаркую погоду работать не сильно хочется, скажу честно. Но энергии, наоборот, больше, чтобы работать. Энергии больше, да. Если я встаю, например, вот сегодня пасмурно, да, вроде классно, что спала жара, а с другой стороны, блин, я хочу просто просыпаться, чтобы каждый божий день фигачило солнце, чтобы было голубое небо. Для меня это очень важно. У нас Ваня очень солнцезависимый человек, и вот буквально каждый день даже можно отслеживать. Он просыпается солнце, все, у него сразу улыбка на лице. Как только он увидит серость, все, он просто отворачивается даже. И настроение совсем другое. Ну, потом, конечно, все налаживается, но вот на него это очень сильно влияет. Да. И вот даже сегодня пасмурная погода, и все равно есть проблески голубого неба, и это тоже мне это нравится. И да, я чувствую себя на самом деле лучше. Мы вчера гуляли тоже по городу вот с Ирой, и прогулялись, и так идешь, как будто ты в отпуске, да, в классно. Испании практически. Да, как будто ты в Испании, все эти домики, красивые кафе, люди пьют кофе, пьют кофе со льдом. Прогуливаешься по берегу этого озера, и летом, когда вообще у этого озера граница, как бы, ну, горы видно с нашей стороны, и видно горы. А летом, когда вот это все испаряется, озеро, да, то получается, что горы не видно. Это как озеро, это как бесконечное море. И, конечно, это тоже такой, ой, классно, как ты живешь на море. Но я вот на самом деле сложно могу себе представить лучшее место для жизни в Германии, чем, в принципе, юг Германии, и чем вот это Боденское озеро, наверное, лучше города и место для жизни, чем вот Бавария и Баден-Вюртемберг, это, наверное, не будет. И я ни о чем не жалею, что мы сюда переехали. Мы вчера и шли и думали, блин, вот это да, мы здесь живем, да, вот сюда люди приезжают отдыхать, а мы здесь живем, и мы уже год ходим с такими мыслями. Да, и мы до сих пор не верим, что мы на это решились, и что мы сюда переехали. Но решиться было несложно, в принципе, это все очень быстро произошло, но переезд был довольно сложным. Может, мы снимем отдельное видео про переезд, какие у нас были тоже приключения при переезде, и как переехать загрузиться в одной квартире, проехать 700 километров и в этот же день, в эти же сутки разгрузиться в другой квартире. Можете себе представить, что это был за экшен? С двумя детьми. С двумя детьми. Один из них младенец, которому сколько было тогда? Полгода, даже чуть меньше. И мы когда ехали сюда, у нас еще не было подписанных документов на квартиру. То есть мы приехали, здесь подписали их. Да, ну потому что один раз я приехал, дал задаток и уехал, то есть никаких подписанных документов. Ну, предварительный был как бы контракт, и все. Хорошо, вот как ты считаешь все-таки такой небольшой вывод? Переезд из-за погоды – это прихоть или это все-таки необходимость и вклад в свое вот эмоциональное здоровье, эмоциональное, психическое здоровье, свои силы, настроение? Ну, для меня это необходимость абсолютная. Для меня это абсолютная необходимость. Это, я же говорю, не только было связано с тем, что по нашей профессии стало очень тесно нам в Нидерсаксене, и нам по-любому пришлось бы переезжать в другой регион, на юг Германии, а еще ко всему этому, и, конечно же, ваше, можно сказать, ментальное здоровье, физическое здоровье, потому что
ну, человек, он должен получать свой витамин D, либо он должен его так пропивать в таблетках, либо получать так. Но для меня это очень важно, в какой погоде я просыпаюсь. У нас здесь окна вокруг, у нас уже начинается, грубо говоря, Шварцвальд здесь рядом. То есть вы можете представить, когда у вас вокруг везде лес, когда у вас тут озеро, грубо говоря, там через озеро Альпы уже, какое здесь качество жизни и какой воздух. Да, Констанц входит в десятку лучших городов по уровню жизни, и мы это можем подтвердить. И также по опросу 94% жителей Констанца, им город нравится. Нравится, как он развивается, как он выглядит и вообще жизнь в этом городе. И поэтому, да, если вы спросите, стоит ли переезжать, я скажу честно, что если вы попали в Германию и хотите переезжать из Германии, то вы должны трижды, а то и 10 раз подумать, хотите ли вы отсюда переезжать. А вот если вы попали на север Германии или в бывший район ГДР и переезжать на юг, если у вас есть такая возможность, то однозначный ответ – да. Ну вот еще в связи с этим следующий вопрос. Как ты думаешь, все-таки что важнее, какая-то стабильность, работа, либо вот твое эмоциональное состояние, количество солнечных дней? Потому что, я уверена, очень многие не хотят переезжать, потому что у них есть, например, уже стабильная работа, уже все обосновано, достаточно хорошая зарплата. А здесь на юге нужно заново искать. В том же Констанце это все-таки туристический, например, город и регион. Как ты думаешь, что важнее? Ну, я скажу честно, что все равно после 22 года я сильно пересмотрел вообще свое отношение к каким-то материальным вещам, потому что вот это все, чем мы вокруг обложены, да, вот эти машины, квартиры, дома. Все, чем мы владеем, да. Все, чем мы владеем, оно сегодня у вас есть, а завтра этого может в один миг просто не быть. И вы этим всем всегда себя обязываете, вы себя подвязываете под определенное место. И, конечно, если сравнивать стабильность или все-таки жить в том месте, в красивом и, да, выбирать из этого, то я выберу, наверное, все-таки второе, чтобы жить в красивом месте, солнечном, где я буду себя чувствовать более свободным, где я буду себя лучше чувствовать, где я буду просыпаться с улыбкой на лице и с окна смотреть на Альпы. От этого у тебя уже будут силы и для поиска нужной работы, либо открытия какого-то своего дела и всего остального. Ну да, я же говорю, тут как бы нельзя даже так сильно сравнить, что где-то там есть стабильность. Стабильность будет там, где вы будете. И это очень такое шаткое понятие. Это там, где вы будете, там, где вы будете, в принципе, работать прежде всего, как всегда говорят. Какая самая тяжелая работа? Самая тяжелая работа – это работа над собой. Это всегда было и есть самая тяжелая работа. Как там было? Почему это самое тяжелое? Потому что мало того, что денег не платят, так еще и начальник идиот. Вот это самая тяжелая работа, это работа над собой. И когда вы будете сами развиваться, сами будете работать над собой, а еще и найдете работу. Вот я вам честно скажу, что если мы сравниваем эти два региона, там, в принципе, у нас в нашем регионе был сильно индустриальный регион в принципе. Там все делается, и запчасти делаются, и для автомобилей делаются различные части для кузова, там блоки делают цилиндров, головки цилиндров делают для автомобилей, очень много всего делается. И в принципе, но я вам честно скажу, если вы сюда приезжаете и смотрите, как здесь люди одеваются, на каких машинах они ездят, какие здесь дома и какой вид из этих домов, вот и частных, и различных, то вы понимаете, что если мы скажем, что где больше возможностей, то однозначно возможностей больше здесь. То есть на юге Германии в целом. И в целом, если мы сравним, да, города такие, как Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен, и вот все вот эти города, все-таки агломерация больше, если вы посмотрите, где больше всего сосредоточено фирм, где больше сосредоточено индустрии, то это будет юг Германии. Это было давным-давно так сделано, и это было сделано еще во времена Второй мировой войны, чтобы
ну, из-за бомбежек, из-за всего, все-таки до юга долететь тяжелее. И, соответственно, они здесь все сосредоточили. И даже после войны эта часть осталась к Франции и Америке, и они сюда вкладывали очень много денег. Соответственно, здесь индустрия очень сильно развитая. Здесь есть и космическая сфера, если вы можете даже этого не знать. В Брауншвайге тоже. В Брауншвайге тоже. Космическая есть? Да. Какая? Институт есть аэрокосмический в Брауншвайге. Ну, институт, я тебе говорю, что здесь производили, по крайней мере, до недавних пор спутники. Здесь также производят различные запчасти для Airbus. Здесь производят двигателя для тоже Airbus. Здесь есть Rolls-Royce, фирма Rolls-Royce. Не то, что вы думаете Rolls-Royce. Rolls-Royce машины здесь тоже есть, но немножко дальше, там в районе Штутгарта. Также здесь Rolls-Royce, они делают вместе с МТУ, они делают двигателя для кораблей, для огромных всяких кораблей гигантских размеров просто. Для локомотивов. Для локомотивов. Они делают генераторы. Генераторы, например, какой-нибудь дата-центр стоит у вас или больница. Там может быть просто целый подземный ангар, где у вас будет, там, например, стоять 6 моторов гигантских, например, 10,5 тысяч лошадей, которые будут питать это здание или дата-центр этой энергии. Для Nordstrom, да? Да. Да, если вдруг что-то произойдет, то будет генерироваться энергия вот такими огромными генераторами, не вот такими, вот как вы представляете себе, просто генератор, который вот по размеру как квартира, огромный. И если вы это все посмотрите и все сравните, то да, вывод очевидный, что здесь работы и найти работу как специалисту проще все-таки в Южной Германии. И это был один из пунктов, почему мы все-таки сюда переехали. И если вот так вот спрашивать, где все-таки стабильнее, и с этим немножко вопросом разобраться, то я считаю, что стабильнее все равно на юге Германии, безопаснее и погода лучше. Поэтому наш вывод, если вы все-таки задумались о переезде, не стоит недооценивать фактор погоды и климата. Поэтому делитесь своими мыслями и впечатлениями в комментариях. Думали ли вы когда-нибудь о переезде из-за погоды? Влияет ли погода в Германии на ваше восприятие об этой стране, особенно для тех, кто только недавно переехал? И какие страны, возможно, либо какие города вы рассматриваете для переезда? Будем рады услышать, прочитать это все. Всем спасибо. Да, всем спасибо. Но не забывайте лайкать наше видео, писать комментарии, жмите колокольчики, чтобы приходили уведомления, как только выходит новое видео, чтобы у вас это отсвечивалось, и вы могли самыми первыми его посмотреть и оставить самыми первыми комментарии. Плохой или хороший выбирайте сами. Всем пока. Пока.